Приветствуем вас в здравии и в хорошем расположении духа, уважаемые наши подписчики, зрители, а также гости нашего канала. Сегодня мы, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, продолжим важную тему 2022 года. Мы уже с вами рассмотрели очень много аспектов, мы подготовлены к тому, что сегодня прозвучит, и к той информации, которую мы вам сейчас предоставим. Давайте вернемся к планетам, которые будут править балом в 2022 году. Итак, рассмотрим, какие планеты в каких знаках будут находиться в наступающем году. Первая планета очень важная для земледельцев, а мы не только, конечно, для земледельцев, садоводов, огородников, цветоводов рассматриваем этот год. Он будет важен для всех людей на Земле. И вот первая такая планета, очень важная для нас, это планета Нептун. Нептун – властелин всех вод планеты Земля. Он будет находиться в знаке Рыбы. Господствует он, кстати, над знаком Рыбы. А Рыбы – это стихия воды и управляется тем же Нептуном и Юпитером. Стихия – это вода, холод, влажность. И для рыб то же самое – стихия, вода, влажность и холод. Это что касается Нептуна. Он будет весь год находиться в этом знаке, в знаке Рыбы. У Нептуна будет ретроградность с 28 июня по 3 декабря. Следующая планета – это Юпитер. Юпитер будет находиться в очень интересном таком положении с начала года и до 11 мая будет находиться в знаке Рыбы, как и Нептун. Затем перейдет в знак Овен и будет там находиться с 11 мая до 28 сентября. И затем снова же вернется в Рыбы. И здесь будет находиться после 28 сентября до 20 декабря. Ну и в конце года, после 20 декабря и до конца года будет находиться снова в Овне. Рассмотрим, какие интересные стихии здесь будут нам даваться с этой планетой, которая называется Юпитер. Юпитер – это огонь своеобразный, божественный огонь. Он господствует над знаком Стрелец, и Рыбы в знаке Рыбы дает влажную погоду с большим количеством осадков. Итак, какие здесь стихии работают? Стихия воздух, теплота и сухость. Юпитер в знаке Рыбы заставит заботиться о ресурсах Земли и ее экологии. Планета Сатурн будет находиться в 2022 году в знаке Водолей. Сатурн – это такие стихии: земля, вода, холод, сухость. Водолей – воздух, холод, сухость. Причем Сатурн господствует над знаком Козерог. Ну и посмотрите, у нас и Водолей тоже несет, как и Козерог, вот эти снова же стихии: воздух, холод, сухость. И, естественно, это очень важный момент для Сатурна, ну и для нас, что мы знаем, что Сатурн будет нести вот такие важные энергии и стихии в этом году. Следующая планета. Плутон управляет Скорпионом и кульминирует в знаке Лев. Эта ледяная планета будет находиться весь год в знаке Козерог. Козерог, управляемый Сатурном, знак Земли. Он холодный и сухой знак. Плутон в знаке Козерог – это ледяная планета, несущая Венера. Без нее также ничего у нас не получится. Смотрите, Венера начинает свое движение в 2022 году из знака Козерог. Здесь будет находиться до 6 марта. Козерог снова же холод, сухость. Водолей затем будет 6 марта до 5 апреля, снова же Водолей, холод, сухость. Рыбы с 5 апреля до 2 мая вода. Ну и вот прекрасный момент, когда Венера
тепла, влажности воздуха и воды, вот она подарит нам, окажет помощь и подарит хороший период для того, чтобы мы могли с вами выращивать в саду, на грядках наши любимые растения. В Овне со 2 мая до 28 мая будет находиться Венера. Затем в Тельце, в плодородном, прекрасном Тельце, где стихии властвуют земли, тепла, влаги, с 28 мая по 23 июня. Потом будет очень хороший период Близнецов с 23 июня до 18 июля. Рак тоже даст очень хорошую энергию с 18 июля по 11 августа. Здесь же и Лев с 11 августа по 5 августа в огне. Ну и Деву захватит с 5-9, это у нас месяц сентябрь, и до конца практически сентября. Смотрите, прекрасный период для того, именно начинается со 2 мая. И вот этот период до конца сентября очень хорошо будет нам помогать Венера. Венера управляет знаками Тельца и Весов. Ну и стихии, естественно, воздуха, воды, тепла, влажности этой планеты будут нам помогать в трудах на Земле. А теперь рассмотрим, что будет делать Марс. А он начинает свою деятельность с 1 января в знаке Стрелец. Это, кстати, очень интересное время, когда вот с 1 января до 24 января Стрелец летом дает жару, а зимой дает мороз. Это очень интересная подсказка. Далее Козерог. Это период с 24 января по 6 марта. Снова же Козерог несет холод. Это мы уже знаем с вами. Водолей 6 марта по 15 апреля тоже холод. Рыбы с 15 апреля до 25 мая. Рыбы – это вода. И вот здесь снова Марс, который несет энергии тепла и сухости. Вот здесь он тоже поможет земледельцам. Будет хороший период начинаться в Овне 25 мая по 5 июля. Далее будет Марс находиться в Тельце с 5 июля по 20 августа. Телец – это же всегда земля, тепло, влага, замечательно для растений. И Близнецы, воздух, это завершит свое действие. Марс в знаке Близнецы с 20 августа до конца года. Не обойдется без Урана. Уран в Тельце будет находиться до 2026 года. Уже несколько лет он нас заставляет трудиться во благо Земли, менять свое отношение к Земле. Уран несет энергии стихии огня и воды. Телец несет энергии земли, тепла и влажности. Вот смотрите, тепло и влажность, и вот эти планеты приведут к тому, что мы начнем заниматься тем, что будем относиться к Земле совсем по-другому. Мы будем, так как они нам помогают и будут открывать, выращивать органические продукты, открывая для нас новый путь для возделывания, для выращивания различных растений. И если кто-то будет химичить, естественно, тому не поздоровится. Следующая планета – Меркурий. Господствует над знаками Близнецы и Дева. Стихия вода, земля и холодный сухой знак, холодная сухая стихия Меркурий несет. Что можно здесь тоже, очень интересная ситуация, рассмотреть. Ну вот начало года у нас Водолей и Козерог. Водолей, чтобы не повторяться, вы вот сейчас видите эту картинку. И доходим мы до времени Тельца, это 11 апреля, и до конца апреля будет находиться Меркурий в Тельце. Казалось бы, Меркурий отвечает только за информацию. Да нет, Меркурий тоже помогает земледельцам. Так вот, Телец нам даст в апреле тепло, влагу. Далее Близнецы будут с 30 апреля до 23 мая. Это энергии воздуха. И снова же вернется Меркурий в Телец с 23 мая до 13 июня. Это снова земля, тепло, влага. И снова же Близнецы
далее рак, лев и дева. И снова, видите, какой хороший период именно получается у нас с мая месяца, конец апреля, начало мая и до конца августа. Ну и весы можно рассмотреть и месяц сентябрь. Здесь тоже очень хороший период для того, чтобы поработали все земледельцы в пользу свою и, естественно, получили хороший урожай. Черная луна и белая луна будут находиться также в знаках. Сначала черная луна в знаке Близнецы, а с 13 апреля перейдет в знак Раки до конца года. Это вода, снова же много воды. Белая луна будет в знаке Водолей в начале года, а потом с 14.09 будет находиться в знаке Рыбы. Ну вот, а в основном будет черная луна править в знаке стихии воды. Но кроме этих планет, мы еще должны рассмотреть и не упустить очень важные две планеты. Вернее, это одна неподвижная звезда и наш спутник Земли. Луна. Сама Луна, это спутник Земли, постоянно находится в движении. Вследствие ее вот этих различных положений по отношению к Земле и к Солнцу вот возникают отдельные фазы Луны. И мы о них с вами знаем и рассматриваем каждый месяц вот эти ситуации. Новолуние, первая четверть, первая фаза, полнолуние, последняя четверть и опять новолуние. Луна – это символ плодородия, это волшебница плодородия. Стихия Луны – это вода, холод, сырость. Знак зодиака – рак. Ежемесячно мы готовим и будем готовить агрогороскопы, в которых будем выбирать благоприятные периоды для трудов с семенами, с растениями, для лучших периодов, для проведения различных агроопераций. Это у нас будет, и все это впереди будет, но без этого прекрасного спутника Земли у нас бы с вами мало что получилось. Идем дальше. Солнце. Эта звезда, будучи сердцем Солнечной системы, питает светом все-все-все сущее и в земле, и на земле, и саму землю. Стихия Солнца – огонь, тепло, сухость. Знак зодиака – лев. Солнцу хочется уделить особое внимание. Мы часто слышим информацию о магнитных бурях, которые провоцирует Солнце. Но сейчас, благодаря исследованиям ученых, мы знаем, что солнечные вспышки активно преобразуют все клеточки Земли, всех растений, всех животных и, естественно, наши человеческие организмы. В наших клеточках начинает просыпаться совершенно особый, уникальный механизм. Он предназначен для формирования и работы нашего тела в высших измерениях, куда мы с вами движемся. Для этого и вот эта золотая эпоха впереди, квантовый скачок. И вот эти процессы протекают в клетках семян, растений, с которыми мы работаем и будем работать. Какие-то растения не выдерживают постоянное и постепенное повышение вибраций. Мы с вами видим, как уходят из наших садов некоторые садовые растения, ну и некоторые овощные и цветочные растения. Они просто не приживаются, не растут. По мнению академика Валентины Юрьевны Мироновой, просыпающийся уникальный механизм в наших клетках, ну и в клетках всех организмов на Земле, в Земле и на Земле, во всем сущем. Вот этот механизм создает мягкие условия для вознесения человека и того, что творит сам человек. Солнце обеспечивает нам, Земле и всему сущему на Земле постоянное повышение вибраций или своеобразный набор высоты, как при взлетающем самолете. Вот вспомните, кто летал на самолете, как постепенно, потихонечку начинается взлет. Получается сейчас, что древний механизм сдерживания времени нужен был человеку для погружения в плотную материю. Когда человечество достигло дна, назначенной точки на пути эволюции, с помощью Солнца начался вот наш комфортный подъем вверх.
Вот это и есть, называется вот сейчас это квантовый скачок. С уменьшением атома водорода, протона, который начался в 2012 году, вот с этого момента начался разворот когда-то связанной энергии, вот этой материи плотной. Так как все сущее на Земле и человек проходят совместно трансформацию, то и все части материи проходят постепенные вот эти изменения. Человеку очень сложно, вы сами знаете, многие пишете мне об этом. А как трудно растениям, вы только войдите в их положение. И как важно, зная об этих уникальных процессах, подходить к выращиванию растений с любовью, мирно, спокойно, без этих страшных химикатов, которые этот процесс трансмутации просто-напросто не только останавливает, они и убивают семена и растения. Как вы думаете, почему так долго уран будет находиться в знаке Земли, в знаке Телец, аж до 2026 года? А для того, чтобы изменить наше отношение к нашей матушке Земле, к природе, для того, чтобы перейти на экологические способы выращивания плодов и овощей, и ягод, и всего, что мы растим, и цветы для красоты. Солнце, все планеты участвуют, активно принимают участие в этом процессе перехода в квантовом скачке сознания. И все действия планет Солнечной системы и неподвижных звезд, светил и далее будут помогать нам меняться. Тем, кто проснулся, будет легче. Мы с вами уже знаем, что происходит. Ну а тем, кто спит, для них по их же собственному сценарию готовятся экстремальные погодные условия. По раскладу действий планет в определенных созвездиях, знаках, мы еще раз с вами убедились, вот посмотрев вот эти графики, что январь, февраль, март и первая половина апреля будут находиться в зоне холода, влаги и сильных ветров. В разных странах, разных регионах будут разные ситуации. Где-то заметет снегами и будет морозить, где-то будут сильные ветра, где-то гололед и обледенение приведут к остановке движения транспорта, к отключению электроэнергии и источников тепла. Другим каким-то обстоятельствам тоже будут предоставляться для того, чтобы наконец-то пробудить спящее царство вот этой части человечества. Для тех, кто понимает суть происходящего, для тех, кто трудится на земле, кто находится в мире, в гармонии с собой, с окружающим миром, эти климатические испытания пройдут успешно. И в этом помогут еще два важных обстоятельства, о которых сегодня нужно обязательно рассказать. И я сейчас на них остановлюсь. Буквально чуть-чуть об этом скажу, но это очень важно. Первое обстоятельство. 2022 год будет проходить под покровительством Юпитера. А Юпитер приносит удачу и энергию, позволяет людям и вещам раскрыться, расцвести, достичь зрелости. И он несет оптимизм и энтузиазм. Вот это очень важная информация. Вторая важная составляющая этой информации позитивной и оптимистической. Вслушайтесь, по славянскому 16-летнему календарю с восходом Солнца 21 марта 2022 года вступит в силу новый солнечный год. И он будет называться годом Златорогого Тура. Прототипом Златорогого Тура является бык. Подумайте, не напоминает бык вам что-то такое интересное, важное? То, о чем мы всегда говорим. Телец, конечно же, телец. В характере Златорогого Тура переплетены надежность, терпеливость, стойкость, упрямость, выносливость и большая сила. Златорогий Тур покровительствует трудолюбивым людям. И особо это животное, он же бык, он же телец, будет помогать труженикам, земледельцам, огородникам, садоводам, цветоводам, фермерам, которые будут
бережно относиться к земле, к водным ресурсам. Ну что, как вам, уважаемые зрители, подписчики, гости канала, такая перспектива на 2022 год? Хорошая перспектива. Мне очень нравится этот наступающий 2022 год. А вам? Напишите свои мысли по этому поводу. Делитесь этим видео с другими людьми, ставьте лайки, пишите комментарии. Чем больше будет проснувшихся, осознанных человеков на Земле, тем мягче будет происходить трансформация самой Земли. Это наш партнер, это настолько сильный дух, который такое выдерживает вместе с нами. И вот будет мягко происходить эта трансформация благодаря вам, уважаемые садоводы, огородники, цветоводы и те, кто проснулся и кто слушает сейчас эту информацию. От нас с вами зависит наше будущее, и оно мне видится прекрасным. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Будут еще выпуски на эту тему. А пока мы прощаемся с вами до следующего видео. Мира, добра, гармонии, уюта и тепла в вашей жизни. Пока-пока!